Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я хочу с вами поделиться замечательным рецептом творожного пирога с брусникой. И приготовление этого пирога мы начинаем с теста. 350-400 грамм муки. 250 грамм сливочного масла. Можете заменить на маргарин, но со сливочным маслом вкуснее. Одно яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 грамм сахара, ванилин и добавлю щепотку соли. Сначала соединяем сухие ингредиенты. Ванилин сюда же. Хорошо перемешать. Теперь добавим сливочное масло комнатной температуры. Предварительно я его нарезала на небольшие кусочки, чтобы оно быстрее растаяло. И добавляем к муке. И теперь все это нам нужно хорошенечко, быстро размешать в крошку. Вот так все перемешиваем. И вот такая крошка у нас должна получиться. Она должна хорошо держать форму, когда ее сжимаешь в кулак, но тем не менее при надавливании рассыпаться. И теперь мы сюда добавим одно яйцо. И здесь важный момент. Мука у всех разная. Качество продуктов разное. Возможно, вам понадобится 2 яйца. Если вы видите, что тесто плохо собирается, добавьте еще 1 желток или еще 1 яйцо. Итак, собираем все наше тесто в комок. Тесто собрали. Вымешивать его не надо. Тесто собирается очень быстро, очень легко. К рукам оно не липнет. Получается очень мягкое. Собрали в комок, и этого достаточно. Теперь тесто перекладываем в пакет и убираем в холодильник примерно на 1 час. Тесто можете приготовить с вечера и оставить до утра в холодильнике. Можете, наоборот, приготовить и утром и выпекать вечером. А теперь мы приступаем к приготовлению творожной начинки. Для этого у меня греческий йогурт. Можете заменить сметаной от 15% жирности и выше. 300 грамм. Творог. У меня мелкозернистый, 230 грамм. Сюда же добавляем сахар, 70 грамм. Ванилин, 2 грамма. 1 яйцо среднего размера. И все тщательно перемешиваем в однородную массу. Теперь добавляем к массе 50 грамм кукурузного крахмала. Можете заменить мукой, но кукурузного крахмала нейтральный вкус, и он больше подходит для пирогов и тортиков. И теперь для однородности все это нам нужно перемешать. Можете сделать это или миксером, как я, или блендером.
И вот такая масса у нас получилась. Соберем все со стенок. И приступаем к сборке нашего пирога. Форма у меня 20 сантиметров в диаметре. Дно я постелила пергаментной пищевой бумагой для выпечки. И теперь достану песочное тесто из холодильника. И теперь нам нужно тесто распределить по форме. Делайте это удобным для вас способом. Можно руками, можно стаканом с плоским дном, можно ложкой. Мне нравится работать с тестом руками, поэтому я буду формировать руками. Формируем бортики. И вот так получилось. Бортик у меня где-то сантиметра 2,5 высотой. И теперь мы будем наполнять начинкой. Брусника у меня свежезамороженная. Я ее не размораживала. Добавила 1 столовую ложку крахмала и все хорошо перемешала. Наноформы. Немного брусники. Творожно-йогуртовую смесь. Примерно 1/3. Разровняем. Еще немного брусники. В бруснику я сахар не добавляла. Вы можете по своему желанию добавить сахар. Грамм 100. И оставшуюся творожно-йогуртовую смесь сверху. Духовка к этому моменту должна быть уже разогрета до 180 градусов. Сверху немножко брусники. Брусники у меня здесь полкило. Это много для этого тортика. Я из оставшейся буду делать слоеные пирожки с брусникой. Выпекаем при 180 градусов в среднем положении, без конвекции. Примерно 35-40 минут. Зависит от особенностей вашей духовки. Пирог готов. Прежде чем вынуть из формы, дайте ему хорошо остыть, иначе он развалится, сломается. И вот такой пирог бруснично-творожный у нас получился. Начинка нежная, сочная, ягодки все равномерно распределены. Режется легко, съедается очень быстро. Готовьте с любовью и с удовольствием. Надеюсь, вам понравился рецепт. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, комментировать. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Спасибо за просмотр и до новых встреч!